Всем привет! Сегодня мне бы хотелось показать вам одну историю. А история эта будет о том, как я моделировал, отливал и обрабатывал законченное изделие медальон по мотивам игры Ведьмак 3 Дикая охота. Как и всегда, все делалось вручную, а соответственно и трудностей на пути у меня было более чем достаточно. Начал я с того, что расплавил некоторое количество воска, отлил восковую болванку и выровнял верхнюю ее плоскость. После этого по на скорую руку сделанному шаблону я обвел контур и обрезал ножом все, что в этот контур не входило. Взяв в руки линейку и острый резец, я разметил линии, по которым я буду в последующем ориентироваться. Работа понемногу шла, я уже втянулся в процесс, как вдруг я глянул на скриншот на экране телефона и увидел, что я делаю медальон из Ведьмак 2, хотя задумывал делать его по третьей части. Они сильно отличаются по виду, а самое главное, что не отличаются по количеству, если их так можно назвать, пучков шерсти. Хорошо, что я заметил это сейчас, пока эта заготовка еще очень слабо напоминает то, что мне нужно. И я просто спаял два нижних пучка, превратив их в один. Потом шел долгий процесс напаивания новых масс воска там, где это нужно, и их срезания там, где это не нужно. Поиск оптимальной формы. Процесс этот долгий, непростой, модель объемная. Иногда надо было просто отойти от работы на несколько дней, отдохнуть и обдумать, как быть дальше. Когда основа более или менее была готова, пошла проработка более тонких частей – язык, уши, зубы, глаза, ну и тому подобное.
По готовой восковке я прошелся кисточкой с ацетоном. Он слегка растворяет верхний слой воска, тем самым убирая царапины. Взвесил будущий медальон и также для него литники. Записал эти значения. Припаял литники и впервые для себя сделал компенсатор. Медальон все же массивный, так что запас металла может пригодиться на случай усадки. Перед замешиванием формомассы я запускаю таймер. Всего у меня будет 8 минут на то, чтобы залить восковку смесью, провакуумировать и провибрировать опоку. Ставлю опоку в свою муфельную печь. Это ее первый запуск, поэтому я даже и сам не знал, что меня ждет во время прокалки. Выдержит ли она 7-часовой прокалочный цикл? Цикл прокалки подходит к концу, готовлю инструмент к литью. Лить по традиции будем латунь. Была еще у меня мысль попробовать какой-нибудь цинковый сплав, они вроде как тоже льются таким способом, но решил не рисковать. Слишком уж я долго и без того готовился к этому моменту, чтобы все переделывать. При литье все делал как обычно. Загрузил нужное количество металла, посыпал борной кислотой, помешивал деревянной палочкой расплав, чтобы выжечь кислород. Ну или делал это недостаточно долго, или передержал расплав, но в паре мест появились поры, а тыльная сторона медальона вся была усеяна маленькими точками, как будто я лил самодельную смесь из алебастра и песка. Но в целом же качество литья разительно отличается от того, что было раньше. Что значит правильная прокалка? Поверхность гладкая, минимальное количество пузырьков на поверхности. Вот правда на конце носа есть небольшие вкрапления, может быть нападало с крышки муфеля. В таком случае в будущем надо прикрывать литники какой-нибудь крышкой. Переходим к шлифовке. Убираю поддон для воска, теперь могу с удобством работать на финагеле. Начинаю с того, что спиливаю литники. Также в этот раз впервые для себя я воспользовался шлифовальными резинками. Сначала они мне показались не очень-то и удобными, но когда я разрезал их пополам и немного уменьшил их диаметр на точенном камне, я прямо-таки проценил, как они мягко вышлифовывают неровности, при этом не делая ненужных углов и граней, как наждачные цилиндры. Не снимают много металла за раз, но при этом дают гладкую, практически полированную поверхность.
и я решил зачернить медальон. Для этого я взял не серную мазь, как обычно, а вазелин с остатками серы, который у меня остался с тех времен, когда я делал серную печень для чернения серебра. Наношу вазелин, а сам медальон в это время подогревается на плитке. Когда вазелин растекется по поверхности, капаю 70% уксусом, и тогда медальон уходит прямо-таки в радикально черный цвет. При этом чернение настолько стойкое, что с трудом стирается даже при полировке. Ну и в конце, как обычно, остается лишь полирнуть изделие на войлочном и более мягком тряпичном круге с пастой.